Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая интересует очень многих, и вы часто меня спрашиваете под моими предыдущими видео о том, что будет дальше с банковской системой в Российской Федерации. Что будет дальше с банковской системой, выстоит ли наша банковская система в 2023 году, что будет с рублем по отношению к доллару и когда будет введена цифровизация денег, когда же наличных денег не будет вовсе. Давайте мы с вами посмотрим, мы с вами сегодня посмотрим не только это, но еще и про вклады, да, у нас есть комментарии, то, что у меня на канале есть комментарии, то, что вклады тоже, да, вкладами интересуются люди, которые вложили какие-то деньги в банк, и они переживают за то, что будет с этими деньгами. Итак, давайте посмотрим на 2023, возможно, на начало 2024 года, что же будет с банковской системой. Со мной сегодня карты Безумной Луны Девиан Мун Патрика Валенса. И первый вопрос, который я хотела бы задать картам. Карты, скажите нам, пожалуйста, что будет с банковской системой в Российской Федерации в 2023 году. Туз Пентаклей прямо вышел, да? Давайте его оставим, даже интересно, что будет дальше. Буквально по 3 картам посмотрим. Банковская система в Российской Федерации в 2023 году. Я, кстати, люблю раскладывать на упавших картах, и когда карты сами падают и открываются, то это не просто так. Тем более вышел туз Пентаклей, а мы задаем вопрос про банковскую систему. Итак, карты, скажите нам, пожалуйста, что будет в банковской системе в Российской Федерации в 2023 году? Выстоит ли наша банковская система или наоборот? Что будет с нашей банковской системой в Российской Федерации в 2023 году? Что будет в 2023 году с банковской системой в Российской Федерации? Я скажу так, что те люди, сейчас еще вытяну 3 карты, чтобы точно знать, да, те люди, у которых есть сейчас большие вложения, крупные, да, которые накопили денежку какую-то, да, которые собираются покупать потом на эту денежку какую-то недвижимость, открывать какой-то бизнес, все это будет просто заблокировано. Поэтому сразу отвечая на вопрос про вклады, это будет следующий вопрос, что будет с вкладами населения, особенно с крупными вкладами, с крупными вложениями. Люди потеряют очень большие деньги, если они будут держать их в банках. Причем, как показывают карты, в крупных банках Российской Федерации. Нужно что-то новое, показывают карты по 6 мечей. Нужно переход во что-то новое, чего вы боитесь. Ну, возможно, боитесь держать деньги дома, да, как многие пишут в комментариях под другими видео. Я смотрела то, что, ну что нам теперь деньги в банке дома держать в 3-литровой. Но, дорогие мои, если у вас стоит выбор держать дома деньги в 3-литровой банке или в банке, который может просто-напросто улететь и обанкротиться, то, конечно, лучше держать дома деньги при себе, да. Но здесь говорится о том, что по тузу Пентаклей и по 9 Пентаклей, что все те люди, которые привыкли жить на широкую ногу, и все те люди, простые люди, да, такие же простые смертные, как и мы с вами, которые вкладывали, которые копили всю жизнь, возможно, и у кого накопилась хорошая денежка в крупных, в особо крупных банках, здесь говорится по тузу Пентаклей про крупные деньги, про крупные банки, все эти люди, ну, в кавычках, погорят, да, понесут какие-то потери по 10 мечей и по 9 мечей. Причем этот страх этих людей сейчас на данном этапе преследует. Они как раз думают о том, держать деньги в банках, эти вклады, или забирать эти вклады, да, и, возможно, менять их на доллары, менять их на евро, возможно, менять их на какую-то китайскую валюту, да, если это сейчас возможно. Здесь говорится о том, что все те крупные вложения, которые были когда-то в крупных банках, таких как ВТБ, да, я не говорю про Сбербанк сейчас, про Сбербанк мы еще посмотрим, потому что Сбербанк это некая отдельная история. ВТБ, Альфа-банк, возможно, еще какие-то другие крупные банки, некоммерческие, которые под государством. Вот те банки потерпят какое-то крушение, и довольно крупное крушение, да. Нужно уходить во что-то новое, где по отшельнику вам сначала будет страшно, ну, возможно, страшно хранить дома деньги, да, какие-то крупные деньги, но это прям вот необходимо будет сделать. Почему? Потому что сейчас в банках в 2023 году держать деньги очень, так скажем, страшно, да, страшно и ненадежно. Давайте еще раз прям уточним у карт.
Что будет с вкладами населения? Нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках? По поводу того, что особо крупные банки потерпят какой-то урон, какое-то крушение, да, это точно. По тузу Пентаклей и по девятке Пентаклей. Те банки, которые раньше были у всех на виду, потерпят какой-то очень жестокий кризис. И если уж банки потерпят кризис, то вкладчики этих банков тем более кризис этот потерпят. Вы думаете, они вам вернут эти деньги на блюдечке с голубой каемочкой? Конечно же нет, дорогие мои. Да? Если банк потерпел крушение, то, как говорится, вместе на подводной лодке потонут и те люди, которые вложились, да, в эти банки. Поэтому по шестерке мечей нужно куда-то в новое, да, какое-то новое движение. Подумайте о том, куда положить свои деньги, возможно, как какие-то иностранные банки, да, если это сейчас возможно. Я в банковской системе не особо разбираюсь, сразу говорю, да, я просто говорю вам сейчас то, что я читаю по картам. А читаю я по картам то, что, ну, вы сами видите, то, что особо крупные потерпят крушение вместе с этими банками и вкладчики, которые боятся сейчас за свои деньги, и нужно что-то новое, куда-то по-новому вкладывать их, где-то по-новому держать, а по-новому вы делать сейчас это боитесь. То есть по девятке, да, по старшему аркану отшельник, это страшно сейчас, страшно уходить во что-то новое. Вот мы вкладывали много лет, зачем сейчас уходить во что-то новое, я, возможно, еще подумаю, да, думают сейчас люди. Но нужно поторопиться, потому что ситуация по банкам очевидная, они уже говорят во всеуслышание, не стесняясь о том, что 23-й год это переломный год для банковской системы. Не зря у нас впереди цифровизация, да, идет. Что будет с вкладами населения? Нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках? Я прямо еще раз задам этот вопрос, дабы меня тут не закидали ссаными тряпками, извиняюсь за выражение, да, потому что сейчас многие будут говорить, да ну, что ж теперь держать дома деньги и так далее и тому подобное. Ну, это ваше дело, это я просто говорю, как сказали мне сейчас, как показали мне сейчас карты. Что будет с вкладами населения? Нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках? Что будет с вкладами населения? Нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках? Что будет с вкладами населения? Нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках? Ну, смотрите, рассматриваем, да, историю у нас. Так, сейчас разложу красиво. По восьмерке мечей у нас тут опять-таки люди сами того... В общем, что такое восьмерка мечей, да, вообще в безумной луне? Объясняю и поднесу поближе карту. Это человек, который сам себе причиняет некий урон. При полной луне он вообще весь на эмоциях, не понимает, что ему делать, бросается из огня в полымя, хотя сам человек находится в замке, в безопасном для себя месте, и он может зайти обратно в это самое окошко, но почему-то человек решил упасть на мечи, да, и Луна подсказывает то, что сам человек, указывая на голову, видите, Луна прям свет дает на голову, то, что все проблемы от головы, все проблемы от эмоций. На эмоциях можно кучу всего нехорошего совершить, но вы сами это знаете, когда мы на эмоциях, мы можем сказать что-то не так и сделать что-то не так и так далее. И вот на эмоциях как раз может быть заключен какой-то не очень хороший договор, после которого будет тяжело, да, после которого придется отстаивать какие-то свои интересы чуть ли не с палками в руках, да. По пажу кубков и по четверке жезлов будет заключен какой-то договор, то есть что это значит? Вы вложили сейчас, те вкладчики, которые вложили сейчас свои деньги и которые решат там свои деньги оставить и не забирать их себе, то есть будут бояться стремиться и идти к чему-то новому, вы свои деньги, если в банках, в крупных, особо крупных банках оставите, то вам потом по десятке жезлов будет очень тяжело начинать все сначала. И вам придется отстаивать какие-то свои интересы просто палками, да, палками отмахиваться и по тузу мечей добиваться некой справедливости. Но туз мечей в колоде безумной луны – это тот человек, который свои интересы не отстоял, и поэтому он повернут к нам левой стороной, и он безумно обижается на тех людей, которые его вот так вот обидели, вот так вот его опрокинули. Здесь говорится о том, что вкладчики, которые не
послушают сейчас, я не говорю, что меня не послушают, да, я говорю, что не послушают сейчас всего того и не услышат всего того, что происходит в стране и в мире. И если они оставят в особо крупных банках свои большие вклады, то они могут запросто пропасть там. И после этого восстанавливаться придется очень долго и очень тяжело. И, возможно, кто-то и добьется возврата своих денег, но это суды, это какие-то тяжбы судебные, да, юридического характера, и вам придется вот действительно по тузу мечей прибегнуть к какой-то юридической силе, эмоционально отстаивать свои интересы, свои деньги. То есть, естественно, на вопрос, что будет с вкладами населения и нужно ли переживать вкладчикам за свои деньги в банках, да, и еще раз да. И об этом говорю не только я, не только карты, если вы не верите картам, да, и просто так сейчас зашли на этот канал. Об этом говорит сейчас весь мир, и вы как-то должны к этому прислушаться, так или иначе. Это отвечая на вопрос одного из подписчиков, что будет с вкладами. Далее, третий вопрос. Был такой вопрос у меня под каком-то видео, я не помню, какое видео это было, по мобилизации, ну не суть. Будут ли отнимать жилье у граждан Российской Федерации, покинувших страну? Будут ли, ну, государство, естественно, да, там по судебным каким-то решениям, то, что покинули страну, там, да, будут ли отнимать недвижимость, не жилье, да, прошу прощения, именно недвижимость, да, любую там коммерческую недвижимость, записанную там на человека энного, который уехал из страны, коммерческую недвижимость, жилую недвижимость, будут ли забирать, отнимать по судебным каким-то решениям граждан Российской Федерации, покинувших страну в связи с военной операцией, так называемой, на Украине. В связи с войной на Украине, в связи с санкциями, да, люди уехали, в связи с мобилизацией. Будут ли отнимать жилье у граждан Российской Федерации, покинувших страну? Буквально по 3 картам. Покинули страну, впали в агрессию, да, в какую-то, начинаем что-то новое. Я сейчас еще вытяну, объясню сейчас почему, потому что нужно завершить это. Так, ну здесь нет такого, что будут отнимать, да, здесь как бы больше все-таки это больше все-таки какие-то пересуды, это больше какие-то слагают легенды сейчас, да, уже об этом. Нет, на самом деле прям так насильно отнимать ничего не будут. Это, скорее всего, здесь говорится о том, что уехал из страны, и мы еще посмотрим на твое дальнейшее поведение, да, возможно, люди, которые уехали из страны насовсем и отказались от российского гражданства, вот у тех, естественно, да, есть шанс потерять свою недвижимость. Здесь не говорится о том, что у всех и у каждого будут брать и просто отбирать, отнимать эту недвижимость. Они просто, честно говоря, заколебутся это делать, да, потому что людей много, людей уехавших, отъехавших на время много, поэтому здесь говорится о том, что да, вы уехали, да, у нас на вас некая агрессия, да, мы нападаем, мы пытаемся тут переделать свою страну, все начать с нуля, а тут вы уехали такие, да, враги народа. Но тут не говорится об этом, тут говорится о том, что да, возможно, какие-то разговоры, какие-то пересуды сейчас есть об этом, какие-то попытки будут предприниматься, но только у тех людей, которые с двойным дном, которые получат либо двойное гражданство, либо которые совершенно откажутся и уедут из Российской Федерации, но у которых здесь вот останется какая-то недвижимость, у них будут проблемы с продажей этой недвижимости. Вот если люди совсем откажутся от гражданства Российской Федерации, или у кого будет двойное гражданство, там, допустим, Российская Федерация и Аргентина, да, вот у тех будут проблемы с продажей этой самой недвижимости, потому что тут власти вот начнут какие-то ставить подножки. И то тут не говорится о том, что будут прям какие-то сильные препятствия. Нет, здесь говорится о том, что это все-таки больше такая утка, да, в кавычках, это все-таки такие больше пересуды, и телевизор много мы смотрим, да, чересчур. Нет, отнимать не будут жилье. Цифровой рубль, ну, то есть вообще цифровизация, да, будет ли введена цифровизация рубля, у нас тут
у нас валютой считается рубль, в 23 году и в 24 году. Мы посмотрим сначала в 23-м. Цифровой рубль. Карты, скажите нам, пожалуйста, будет ли введен в 23 году цифровой рубль? Нет. В 2023 году не будет введен, и все потому, что люди будут очень сильно бояться отстаивать свои интересы, и вообще это будет делаться очень плавно, очень так аккуратно, смотреть на то, как вот люди воспринимают эту информацию, потому что сейчас люди прямо против этого, боятся, они на эмоциях, они готовы воевать и отстаивать свои интересы, потому что очень многие почему-то боятся цифровизации, да. Я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо. Цифровизация во многом, возможно, упрощает жизнь, во многом, возможно, усложняет, да. Мы сейчас посмотрим, для чего вообще нужна цифровизация рубля, но здесь еще стоит подумать, власти задумываются над тем, когда это вводить и как аккуратно это вводить. То есть здесь пока в 2023 году будут какие-то попытки, какие-то вот крючочки, чтобы ввести этот цифровой рубль, но пока он будет так вот незаметно, плавно, вот как вот постепенно нас вводили там из коронавируса, там, как в коронавирус нас, конечно, не постепенно ввели, да, а так вот шоково, но постепенно с каждым годом нам как бы задачу на то, чтобы выжить, усложняют. То коронавирус, то там война, то санкции, еще что-то, да, теперь там нас весь мир ненавидит и так далее и тому подобное. Здесь с цифровизацией та же ерунда, здесь будет вводиться постепенно, но к 2023 году, к концу 2023 года цифровизация введена еще не будет до конца. Здесь будут какие-то предпосылки, и здесь говорится еще о том, что, возможно, те люди, которые имеют карточку какого-то банка определенного, допустим, там ВТБ там, или еще какой-то банк, да, или, допустим, какой-то коммерческий банк, будут начинать, кстати, с мелких банков, из тех сотрудников, которые к этому банку привязаны. Допустим, вы имеете карточку, там, я не знаю, почты банка, да, и вы, соответственно, будете тем самым человеком, который первый на себе испытает, что такое цифровизация. То есть ввели в этом банке цифровизацию, и, соответственно, вы тоже ощутили на себе, что такое цифровизация. То есть как сотрудник, относящийся к этому, как сотрудник какого-то предприятия, у которого карточка данного банка. Вот так. То есть здесь прям будет потихоньку, полегоньку. 23 год это не год цифровизации, как все сейчас говорят, да, это просто опять-таки большие пересуды, и очень многие спорят, когда ввести, как ввести, но постепенно. Здесь прям очень аккуратный будет переход во что-то новое. Власти у нас тоже не лыком шиты, да, не совсем дурачки, поэтому они будут смотреть на то, как люди себя ведут, да. Для чего нужна цифровизация, для чего нужен цифровой рубль вообще, что он изменит? Карты, скажите нам, пожалуйста, для чего нужно введение цифрового рубля? Нам-то оно не нужно, ясное дело, да? Мы, понятное дело, сейчас про власть говорим, да? Для чего нужна цифровизация? Для того, чтобы следить, для того, чтобы не осталось никаких шансов убежать от долгов, я тут так понимаю, да, потому что долги, кредиты, это все тоже будет отслеживаться хорошо, потому что сейчас, возможно, у тех, у кого есть кредиты, и те, кто не платит по своим обязательствам и просто не могут платить, у того есть наличные деньги, да, цифровизация нужна для того, чтобы отслеживать каждый шаг человека, для того, чтобы загнать его в угол, и уже ты не скажешь, что вот я не могу заплатить за какой-то кредит, да, конечно же, для этого, для того, чтобы просто блуждающий в потемках на эмоциях человек, он воспринял ситуацию с кредитами, с какими-то долгами по-другому, да, и расплачивался вовремя. Здесь главная задача власти, главная задача государства – это слежка, да, за нами следят по телефону, за нами следят по интернету, сейчас за нами еще будут следить с помощью наших собственных денег, но это так очень удобно. Следующий вопрос. Что будет с ценами? Продукты, ЖКХ, недвижимость, медицина. Что будет с ценами? Продукты, ЖКХ, недвижимость, медицина. Сейчас отдельно все посмотрим. Что будет с ценами? Продукты, ЖКХ, недвижимость,
медицина. Буквально вот прям вот по картам, да, вот у нас первая выпала с вами семерка пентаклей. Что будет с ценами? Ну, конечно, это повышение цен. Здесь быстрое повышение цен, причем на продукты, на какие-то продовольственные товары, не только на продукты, я сейчас говорю, я включаю там туалетную бумагу, да, какие-то там шампуни и так далее и тому подобное, там кефир, молоко и так далее. Да, повышение будет, да, оно грядет немалой кровью, потому что здесь вот мы на карте видим ведьму, которая пускает кровь дереву, и дерево дает свои плоды, да, то есть это все вот на крови граждан, так скажем, сделаны, да, то есть граждане будут страдать от того, что у нас повысятся цены на продовольственные товары, да. Здесь мы четко видим, что вот такая вот ведьмочка подошла к дереву и палочкой просто его расковыряла до крови, кровь упала на землю, и хочешь не хочешь, но приходится повышать цены, да, и хочешь не хочешь, приходится покупать за эти цены. Соответственно, да, конечно, когда у нас не было повышения на продовольственные товары, скажите мне, у нас, по-моему, никогда такого не было, чтобы, я не знаю, там, грубо говоря, шампунь стоил там 110 рублей, а через год он там будет стоить 70 рублей. У нас даже масло сливочное, я помню, еще в 2020 году, когда начиналась вся эта вакханалия, оно стоило там 70 рублей, самое дешевое, сейчас дешевле 150 рублей, нормальное сливочное масло найти вообще невозможно, по-моему, да, то есть это повышение всегда только повышение. Что будет с ценами на ЖКХ? Конечно, это повышение вообще в 2 раза. То есть здесь королева пентаклей, жадная тетка, эмоциональная левая сторона отвечает всегда за мать, да, и все персонажи, которые повернуты к нам левой стороной в колоде безумной луны, они обозначают то, что все сделано на эмоциях. Здесь жадность, алчность, денежка моя, больше ничья, больше, хочу больше. Это, собственно говоря, королева пентаклей. Встречайте, это власть. Королева пентаклей – это власть на данной карте. А вот мы, бедный народ, который рядышком с этой королевой пентаклей снует и просит изменить цены, понизить цены на ЖКХ. Конечно, цены на ЖКХ вырастут. Что будет с ценами на недвижимость? Вот здесь наоборот, цены на недвижимость будут ниже, упадут, даже как-то будет скучно, да, здесь скучающая такая дама по 4 кубков. Здесь на самом деле с ценами на недвижимость все будет хорошо. Не хочу, покупай, да, то есть мы, главное, не упустить нам такой момент, когда действительно можно будет купить какую-то хорошую крупную недвижимость за недорого совсем, то есть можно будет купить, а потом, насколько я понимаю, продать, потому что по 4 кубков мы не видим очевидного, мы не хотим замечать очевидного, все на самом деле здорово, да, мы не видим 3 наполненные кубка, бросаем 4, вот она бросает тут его в море, да, просто не замечает проплывающий рядом корабль, то есть ей скучно, ей вот как-то тоскливо, да, и она как-то теряет свое время. Вот у нее здесь есть ключик, которым она может открыть все абсолютно двери. Что это значит? Это значит, что у нас с вами будет ключик к дешевой недвижимости, которую, возможно, мы сможем потом продать втридорого, да, но это мы посмотрим, это мы сделаем отдельное видео по недвижимости, когда и сколько она будет стоить. Цены на недвижимость упадут очень скоро. И что же будет с ценами на медицину? Жадность берет свое, да, тут карта 4 пентаклей, смерть ведет за собой алчного торгаша какого-то, да, в фиолетовом одеянии. Что такое фиолетовое одеяние? Это показывает богатство и власть. И вот это богатство и власть несет с собой свои монетки, да, и смерть его с собой ведет и говорит ему: ты все с собой в ад не утащишь. Но он все равно эти деньги несет с собой, сгреб их, как, знаете, в охапочку, и несет как драгоценных детей каких-то. Ну, тут жадность, естественно, алчность, естественно, власть, да, и говорится, что всех денег с собой в могилу не унесешь, однако цены на медицину вырастут, естественно, потому что это жадность. Ну а что еще? А как еще быть в кризис, да? Только повышать цены. Тут единственное, вот на недвижимость только упадут, потому что, как я понимаю, очень многие уедут, и недвижимость это нафиг никому не будет нужна, потому что думать люди будут совершенно о другом. Хотя именно в этот период недвижимость нужно приобретать, потому что потом ее можно будет по этой карте выгодно продать. Следующий вопрос.
Обесценится ли рубль по отношению к доллару? Ну, был такой вопрос просто, и поэтому я в любом случае сейчас разложу на этот вопрос. Я думаю, что все-таки да. Обесценится ли рубль по отношению к доллару? То есть будет ли он стоить меньше тех 100 рублей, до которых скоро, вполне возможно, вырастет доллар? Обесценится ли рубль по отношению к доллару? Да, нет? Да, обесценится. Возврат. Возврат к началу, к тому, где рубль был в самой-самой попе, еще тогда, когда был, ну, вы знаете, времена там Советского Союза, да, когда рубль упал совсем, да, когда был кризис, когда там была перестройка. Я просто не совсем застала это время, я просто знаю, что там была перестройка, был вот как раз кризис с рублем, да, обесценится, он будет стоить меньше 100 рублей. В чем лучше хранить деньги? Евро, доллар, рубли, китайская валюта, если ее можно сейчас взять, если ее можно сейчас купить, я не знаю, можно или нет. Я китайскую валюту не смотрела, я просто знаю, что юани очень ценятся сейчас, да, они такие неприступные, их ничто не может сломить. В чем лучше хранить деньги? Евро, доллар, рубли. Две карты прям вышла. Китайская валюта. Как ни странно, евро будет тяжело подниматься и быстро падать. Да. Евро, вот как ни странно, будет, ну, оно сейчас тяжело так поднималось, оно набрало свои обороты, однако оно будет также очень долго подниматься и очень быстро опуститься. То есть оно будет прям вот все перевернется по десятке пентаклей, и евро прямо оно упадет. По страшному суду, сейчас я еще уточню карт, доллар. Выгодно ли будет хранить в долларах? В долларах-то хранить будет выгодно, но нам не дадут. Тут говорят о том, что нам просто не дадут хранить столько денег в долларах, сколько нам это необходимо. Я говорю про Российскую Федерацию сейчас, да, где вы там храните, в другой ли стране вы там храните, если вы сможете это сохранить, да, в другой стране, пожалуйста. В долларе хранить выгодно, очень замечательно, но какие-то манипуляции будут произведены с народом Российской Федерации, что в долларах мы просто хранить их не сможем в большом количестве, ну, то есть в количестве там энном каком-то, да, если у людей там за пазухой больше 2, 3, 4 миллионов рублей, которые они хотят положить в доллары, не получится. В рублях хранить очень удобно, выгодно, потому что рубль как опустился, как здесь говорится, да, так может и вырасти. Тогда, когда в Россию придет мир и спокойствие. Но вот когда это будет, да? Сейчас мы уточним. Ну, здесь после какой-то войны, я так понимаю, что после военной операции все более-менее устаканится с рублем, но это будет потом, после вот этой военной операции с Украиной, как я понимаю, да? А до этого рублю предстоит очень долгая такая и длительная... Ну, тут будет, да, какой-то кризис с рублем, не какой-то, а кризис с рублем, и до того, как он дойдет до императрицы, тут еще пройдет, ну, так года 2, да, сколько там будет длиться война, столько будет подниматься рубль. Но потом, зато в рублях будет хранить очень даже выгодно, но это потом. Не так, нет. Тогда вы сейчас скажете, ни в евро не храни, ни в долларах нельзя. Ну, просто думайте заранее, где вы можете в долларах хранить свои деньги. Вот так вот я поближе приближу. Где вы можете хранить свои деньги в долларах, но не в Российской Федерации. В каких-то там заграничных каких-то банках, за рубежом. Пока это возможно, предпринимайте какие-то попытки. И, конечно же, в китайской валюте это вообще просто, да, это наши друзья сейчас, наши собратья, да. Конечно, самое выгодное это китайская валюта. И если сейчас ее где-то можно приобрести, если где-то ее сейчас можно поменять, то меняйте, не задумываясь. Потому что китайская валюта, и об этом все говорят, не только карты, да, если вы картам не верите, то китайская валюта это на сегодняшний день самая неприкосновенная, потому как они дружат как бы, да, с нами, и самое такое твердое, стоящее на земле,
во что можно разменивать свои рубли, да, на что можно разменивать. Рубль, да, отлично, только после войны. Доллары, да, прекрасно, только не здесь, не в Российской Федерации. Евро скоро упадет, ну как скоро, со временем, да, в любом случае. Но вот китайская валюта самая такая роскошная. И последний вопрос. Где лучше хранить деньги? Раз уж не в банках, да, раз уж мы тут так с банками, у нас такое тут случится, обрушится банковская система, она обрушится в любом случае, потому что сейчас грядет что-то очень большое, очень страшное, да, для нас страшное. Ну, кризис — это всегда необычно, это всегда странно, это всегда страшно, это всегда то, чего мы не знаем, то, чего мы не хотим. Где лучше хранить деньги? Вообще здесь говорится о том, что деньги лучше хранить в каких-то маленьких банках, в коммерческих банках, где тихо, спокойно, кого вообще не трогают, и названия которых часто вообще даже не на слуху оказываются, да. Это, ну, либо дома, да, но дома тоже хранить опасно, да, если только у вас есть сигнализация, и если у вас дома миллионы лежат, то это может быть еще куда ни шло. Однако тут стоит задуматься о том, что переложить из крупных банков в коммерческие банки, в такие банки, которых не затронет вот данный кризис. Вот данный кризис, который я говорила про банковскую систему, он затронет только крупные банки, которые у всех на слуху. Как это ни странно. Вот как ни странно, люди думали о том, что в коммерческих банках куда не выгоднее вкладывать в коммерческие банки, но наоборот, такие крупные банки, как ВТБ, я не знаю, говорю уже по поводу Сбербанка, Альфа-банк, там еще какие там банки на слуху, да, Почта-банк, там, возможно, что еще там, да, государственная, Акбарсбанк, да, еще там в Татарстане есть, я знаю. Вот такие банки, в таких банках держать невыгодно, потому что они рухнут первыми. А вот в маленьких банках, там, где затишье, там, где тихо, и никто о них не говорит, вот там выгодно. Как раз таки там, где вообще не ступала нога человека, хочется сказать. Но там, где, в общем, очень мало вкладчиков почему-то. Ну, маленький процент небольшой, да, меньше, чем в крупных банках, однако здесь хранить будет выгоднее всего. Ну и где-нибудь за рубежом, конечно же, естественно, да, это я вам от себя говорю. Это был расклад на сегодня по банковской системе, вообще о том, что будет происходить в Российской Федерации в ближайшее время на 2023 год. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, пишите в комментариях, о какой теме вы хотели поговорить, о какой теме бы вы хотели узнать, услышать, и я сделаю эту тему для вас в виде видеорасклада. Я вас всех очень люблю, до новых встреч!